Здорово всем, с вами Миша Выплюшка. Это моя история моей жизни. Человека, который с ранних лет попал в криминальную среду, потом оказался в колонии, очень много лет провел там. И как теперь я меняю свою жизнь, смог изменить свои взгляды, исправиться и так далее и тому подобное. Сегодня будет история одного человека интересного, который оказал на меня очень сильное влияние в свое время и который занимает до сих пор в моей жизни какое-то определенное место в хорошем понимании этого слова. Это был мой отчим какое-то время, если его можно так назвать. Не знаю, сейчас я его, конечно, так не воспринимаю. Мы общаемся до сих пор. Забегая вперед, этот человек был бандитом, и с ним жила моя мать определенное количество времени. А вот чем он был хорош и плох, мы узнаем из сегодняшнего выпуска, ребят. Перед просмотром прошу вас поставить палец вверх. Это несложно, это бесплатно. Я договорился. Если кто не в курсе, с Ютубом все нормально. Никакие бабки ни с кого списывать не будут. Подписаться на канал, если вы не подписаны. Потому как статистика показывает, что очень многие смотрят без подписки. Нажать в колокольчик и так далее и тому подобное. Вся хуйня, все ссылки, все как всегда в описании. Ребят, еще немного вашего времени отниму. Буквально минуту. Смотрите. Если кому нравятся футболки, я очень часто вещаю футболки «Криминальная Россия». Все это есть у меня. Я сделал свой собственный там лейбл, мерч. Кому как будет угодно. Ссылка будет в описании. Там есть разные вариации. И там рэперские и так далее. Сейчас будет еще там прикольный контент туда завезен, разного формата футболки. Увидите их на мне также. Далее по нардам все также имеется. Все футбольные команды, охотничьи, морская тематика. Все есть, все ручной работы. Если любите настольные игры, думаю, сами понимаете, где мы их берем, из каких мест это все привозится. Также все ссылки будут в описании. И еще одну вещь я упомяну ее чуть позже, если не забуду. Погнали! Так, честно говоря, давно не записывал, не помню, на чем остановился. Давайте просто расскажу об этом человеке вам сегодня. Случилась наша встреча с ним. Сейчас скажу, когда приблизительно мне было лет, наверное, через год где-то после гибели моего отца. Я, наверное, уже немного отошел от этого состояния. Все-таки дети там есть, как-то, знаете, не скажу, что там есть какие-то проблемы зациклиться, да, но есть и плюс в том, что, ты, наверное, в детстве намного легче переживаешь гибель своих близких, чем, допустим, вот во взрослом осознанном таком. Сейчас ты более осознанно переживаешь, да, скажем так. И вот с одной стороны, это, наверное, единственный плюс того, что все мои родственники ближайшие по линии отца погибли, когда я был малой. Вот. При каких обстоятельствах, я расскажу, сделаю специальный выпуск, там на самом деле все не просто так, там очень такие своеобразные обстоятельства. И, в общем, где-то через год, да, как раз вот, да, где-то год 3 он с нами жил, этот человек. Я приехал опять-таки из Рязани. Давайте поднимем кружечку чая. Вот мне, кстати, подписчик Макс, если смотришь, привет тебе огромный, подарил кружечку. Привет Казани, вообще всем, кто смотрит. Приехал я из Рязани, и мама мне сказала, в общем, что она сейчас встречается, у нее новый молодой человек. Матери сколько было? Она, наверное, был ей столько, наверное, сколько и мне сейчас, 34-35. Вот. И что он, сейчас к нам придет? Придет и придет, что как бы. Вот. И он пришел, действительно, да. Я был, где я был-то? Наверное, в этой комнате он зашел. Кстати, не было такого с ним. Он там, зная, что я в этой комнате, да, такой прошел там. Она ему открыла дверь, и он такой, пойдем, представишь мне там или познакомишь. Не, он сам зашел такой, говорит, здорово. Я говорю, привет. Он говорит, меня Саша зовут. Я говорю, меня Сережа. Он присел рядом со мной такой, и как дела, что делаешь? Я уж не помню, чем занимался, но вот это внимание мне прям вот с первых минут общения понравилось. Это перезалив этого видео, и, дядя Саша, если ты смотришь, опять его.
На самом деле очень добрые воспоминания со всем этим связаны. Хотя я тебе много раз это говорил, но не знаю, ты мне реально дорог, ты мне не чужой человек. Спасибо тебе за это время. Вот, и в общем, мы посидели, что-то, я не помню, пообщались. Потом, спустя какое-то время, ну, так он периодически, наверное, раза 2 или 3 я его еще видел. И потом он раз звонит в дверь, вот. Я смотрю, он стоит, а я как бы, ну, что, ну, уже все, как бы, я его знаю, открыл, смотрю, без матери дома не было, она где-то была, не помню. Он заходит, я помню, такой пинжак у него был, короче, такой, типа, лимонный или какой-то, ну, какой-то горчичного цвета. И заходит такой, а он, короче, у кого-то отжал 9. Ну, я, естественно, я так не понимал особо, что он за человек, что, ну, так я со стороны потом, конечно, я там, ну, немножко уже вкурил, что он себя представляет. Он, короче, на тот момент, когда мы с ним познакомились, вот, у него своей машины не было, он у кого-то там из корешей взял, Kia Cephia была такая у него. Вот. А тут он пришел такой и говорит, бля, есть, типа, Серег, там бумажка, ручка, короче. Я говорю, есть. Он такой, доверенность, сидит и пишет доверенность. У кого-то отжал, короче, 9 и сидит такой, блядь, интересно, у него сколько цифр в паспорте? Я говорю, у кого? Ну вот, кто мне машину подарил там. А я стою, я говорю, подарил, говорю, как так подарил машину? Говорит, ну вот так вот подарил там. Я говорю, ну ладно. И помню, короче, у него был друг толстый, ну тоже бандос, он потом умер от наркотиков. Ну, мне уже дядя Саша сказал, такой тоже был, блядь. Ну, типичный бандос, такая рожа, он на 99-й ездил, на зеленый. Вот. И я, короче, в этой 9, когда, ну, она вот так вот уже практически в семье появилась, вот, я такой, блядь, нихуя себе тачка, типа. И я любил там иногда в ней посидеть, и что-то день-два она у нас, я говорю, можно я посижу внизу, типа, машину, музыку послушаю? Он говорит, да на, иди сиди. И подъехал толстый, такой остановился, короче, возле этой машины, возле 9, и стоит. Я думаю, блядь, что за херня, какой-то мужик подъехал, а что делать-то, типа. А еще дождь идет, я думаю, бля, может, дядя Саша место его занял там или как-то. Ну, короче, я потерялся, потому что к машине подъехала какая-то тачка, и какой-то мужик смотрит на меня там или там, остановился, не помню, может, в фарме поморгал. Короче, я понял, что, что-то мне надо сделать. Я выхожу из машины, дождь идет, и подхожу там, опускаю стекло, я говорю, сейчас отец выйдет, короче, машину переставит. Он такой, чего? Вот это вот толстый, я говорю, сейчас отец выйдет, он переставит машину, типа, это ваше место, наверное. И выходит дядя Саша. Он такой, Сань, что он говорит там, типа, то-сюда? И толстый, видимо, сказал матери, и мать такая, типа, а что ты его отец назвал? Я говорю, ну а что я буду, типа, объяснять, там, типа, блядь, мужчина моей матери, и так далее, и тому подобное. Ну, короче, вот это первое такое знакомство. Очень его отличало то, что до этого, вот, что тот человек, вот, Андрей, да, мой, тоже, типа, очень, блядь, хотя я его так не хочу называть. Вот мать с ним жила, вот эта квартира там, короче, вот худо-бедно какой-то угол от него достался. Он ко мне хуёво относился. Потом она вот жила с этим дядей Колей в Зеленограде, рассказывал. Он, короче, ко мне, в принципе, никак не относился. А вот дядя Саша, он относился ко мне, вот, не скажу, что прям как к сыну, да, но я прям чувствовал, что как-то его внимание, и оно не наигранное такое было, ничего, ему реально было там по приколу. Он мне там в секцию какую-то там, то велокросс там, то там боксом меня учил, он мастер спорта был по боксу. Вот. Печальная с ним история произошла, в конце расскажу, что с ним, как дела с ним обстоят сейчас на данный момент. Вот, он меня везде брал там с собой, если они куда-то шли, там тусоваться, да, там какой-то там кабак туда-сюда, он говорит, типа, давай, типа, Сережку возьмем с собой, он с нами посидит, поест, вот, потом, естественно, когда они начнут там квасить, блядь, вот, мы его там на такси или там я кого-то попрошу, он, короче, отвезет. Тогда, не было такого, блядь, что, знаете, особо детей, блядь, воровали, ёпты, можно было на такси отправлять. Я уже говорил, что я 8-9 лет, я один ездил в Рязань, то есть меня сажали на автобус, я приезжал на автовокзал, а дальше на троллейбусе ехал сам и пешком хуярил, короче, еще там километр или 2, блядь, там через деревня, и все нормально. Вот, и в общем вот так вот мы с ним общались. Что вот из себя представлял человек сам? Короче, блядь, я даже не знаю, то есть, для меня он, в моих глазах это... Да и, блядь, наверное, в глазах всех это, авторитет. Вот, да, он имел авторитет достаточно серьезный.
Я не знаю, вот как конкретно с кем он там работал и так далее. Ну, я вам скажу так, как обстояли дела, когда мы с ним жили. У нас был раньше здесь рынок возле дома, сейчас как все снесли в Москве. Когда мы приходили на этот рынок, мы брали там все, и я ни разу не видел, что ему за что-то платил. Мы подходили на точку, там он говорит, положи мне мясо. Подходим, там, так, фрукты. Он нигде не давал ни копейки никому. Несколько раз я видел, как он выходил бухой или там спал, когда его мать там что-то куда-то не приняла к нам домой. Он пошел, короче, чтобы далеко не идти там. Он все-таки, пешком от нас жил на достаточно большом расстоянии. Шел в администрацию и в кабинете у них там спал. Куда бы мы ни приезжали, вот в нашем округе, везде, в любой ресторан, даже в те же вот секции, когда он меня куда-то водил, что ты хочешь от меня, блядь, ёпта, конечно, позже, напомни и вообще давай, до свидания. А вот везде ему там Саша, там, не знаю, только, блядь, не отсасывали, наверное. А может и отсасывали, я не помню и не видел. Вряд ли это, блядь, делали бы при ребенке. Вот. Потом, что у него? У него, короче, было здесь несколько квартир. Одна, я помню, в Тушино была. Потом он ее продал, купил себе BMW пятерку, 3/4 кузов, вот. Она-то была вообще нереальная, блядь, сумасшедшая. То есть, не знаю, как сейчас, наверное, блядь, иметь, блядь, здесь, какую-нибудь Панамеру, блядь, что-то такое из этой серии. Вот, купил дачу, мы уже все жили вместе, купил дачу в Сергиевом Посаде охуенную, такую, блядь, коттеджного типа. У него не было прав, блядь, его лишали. Кстати, да, он сидел 2 раза. Мне говорил, что за драки, но я на самом деле не знаю за что, за рэкет, хуеки там. Мне не суть важно это было. Вот. Он ездил без прав, везде как бы у него всегда были баксы с собой. Тогда 100 баксов дохуя что решала. И, в общем, максимум, где его там что-то тормозили, он давал 100 баксов, короче, и ехал дальше. Вот. Такие были времена. Даже там бывало такое, что у него находили патроны, блядь, какие-то там кайфы, блядь. Что там, там какие-то оружия. Да, он употреблял и кокс, блядь, не знаю, говорит, не кололся. Насчет кокса, говорит, да, юзал. Вот, бухал, короче, блядь, и такой, блядь, вот делал человек, что хотел. То есть мы куда-то приходили, он, если подожрет, ему там что-то не понравится, да, там кто-то что-то посмотрел как-то косо или там что-то, все, он мог разложить, разъебать, я вот лично видел 5 человек. Вот. И наряд милиции на тот момент приезжал, они уже все его знали там и так далее. Бля, они не ввязывались. Они, если его видели, блядь, они уезжали. Вот, то есть, человек такой был на тот момент серьезный. Сейчас он уже такой бандос на пенсии. Я ему предлагал, кстати, сделать совместное видео. Он не против. Но дело в том, что он не понимает на самом деле, какого контента от него потом захотят увидеть зритель, что надо будет что-то рассказать, какие-то истории из 90-х, начала нулевых. Иначе, что сидеть там, сиськи мять, да? Вот, а так он не против. Я до сих пор с ним общаюсь, уже прошло 20 лет, как они не живут с моей матерью. Чем еще таким, не знаю, вас удивит? То есть, не знаю, я вкратце вам о нем рассказал, теперь расскажу, какое влияние на меня он оказал. Он был очень похож на моего отца, их звали одинаково, и реально он внешне мне напоминал отца. И от него я получил то самое такое, назовем, бандитское воспитание, да, и потому как я считал, что что вот это модель мужчины, да, которым должен быть там каждый, такого вот он показывался таким, да, то есть его друзья такие же, там все вот с такими мордами, блядь, лысые, блядь. То есть, блядь, как-то я вот так вот это все воспринимал, постоянно у него шансон, я вот как раз из-за него и переключился, я слушал рэп, я рэпером таким был, блядь, заядлым, вот, а уже там ближе к их расставанию, вот мне сколько было, как раз 14 лет, и потом меня поволокло, вот, наверное, он меня каким-то макаром там подсадил на шансон, но все равно я слушал, но он же в машине не будет слушать, там, рэпак мой, да, вот.
там Децл, еще кого-то. И я, естественно, их запоминал, они откладывались в моей памяти, вот я потом стал слушать, естественно, вот эту модель поведения я тоже там принял на себя как-то, вот. Бля, ну вот, повторюсь еще раз, да, как в таком же видео, которое было до этого о нем. Блядь, ну кто бы не хотел вот оказаться на его месте, я думаю, любой, ну и я в том числе, вот представьте, когда у человека просто огромное количество лавэ, он имеет власть там, блядь, ну серьезно, достаточно большую, там, решать вопросы, блядь, по щелчку, покупать все, что хочешь вообще, квартиры, машины. Да, у него не было там, он не был олигархом на тот момент, вот, но, блядь, он себя чувствовал, ну, как минимум, я не знаю, блядь, ну, короче, охуеть на тот момент по тем меркам, ну, просто пиздец. Вот, я говорил уже, ну, на втором канале у меня есть видос про бандитские машины. У нас была Е34, когда, блядь, на нас менты просто пиздец как смотрели, блядь. Особенно в Рязани, там чуть ли на каждом посту останавливали, проверяли. Вот, и, кстати, давайте еще одно объявление, которое расскажу позже. На моем втором канале, если кто не знает, он у меня есть, сейчас новая рубрика «Мыслить как преступник». Там будут разборы полетов за разные преступные группировки, за и маньяков, и мелких крадунов. Вообще политика, короче, мышления преступников для того, чтобы знать, как себя оградить, обезопасить, как себя вести в той или иной ситуации. Ссылка в описании. И до кучи еще вам скажу, что у Станислава Андреевича, если кто не знает, это вот мой корешок с дружественного мне канала, Станислав Андреевич, так и называется. У него тоже вышла биография. Смотрите, она отличается от моей, он меня постарше немного, у него там, ну, короче, заходите, что рекламить, там охуенно, я сам смотрю, ёпта, не нарадуюсь, короче, все, как всегда, все в описании, ребят. Итак, давайте, ну, в принципе, вы поняли, какое, да, на меня он оказал влияние. После этого мы с ним продолжали общаться, я начал хуевертить, и как-то, ну, когда мы перестали жить там вместе все, отношения у нас поменялись, естественно, что он меня уже не воспринимал как сына там, любимой своей девушки. Как-то так в более дружеские перешли отношения, но на тот момент прям, бля, вот охеренно. Я от него старался вообще не отходить, везде там с ним я собирался, блядь, там, куда бы он ни поехал, говорю, блядь, может с тобой, везде. Вот. И он меня брал, он детдомовский, и у него там родители алкаши. У него судьба печальна, он мне, кстати, говорит, ну, бля, я сам такой же, я ему когда спрашиваю, говорю, блядь, вот ты ко мне лучше всех относился, дядя Саш. Он говорит, так я сам такой же, я тебя понимал. Вот. Своих детей у него есть дочка, бля, не знаю, можно это рассказывать или нет, у него есть, короче, но она его не знает. Вот. Такая история. Ну, понятно, да, какое оказало на меня влияние, а вот что с ним случилось дальше, он, короче, стал себя плохо вести, алкоголь, наркотики и так далее. В один прекрасный момент, короче, он замерз зимой в каких-то сугробах. Ему отрезали, короче, пальцы на руках и на ногах. Вот, он стал инвалидом, почти бомжом. Потом каким-то образом, блядь, не знаю, чудесным поднялся. У него были автосервисы, потом их там посносили, типа самострой. Сейчас опять он что-то мутит. Вот, я все это время там периодически, ну, когда выходил, освобождался, я уже сидел. Вот, с ним виделся, когда матери сказал, что я, говорю, с ним виделся, я говорю, у него там пальцы, говорю, отрезали. Она говорит, да, ну и что, он как, я говорю, ну ничего, нормально, с девкой молодой живет, на тачке, говорю, ездит, блядь, там, на механике, блядь. Моя мать говорит, блядь, у него, он бы даже, если у него рук бы не было, мог бы ездить, блядь, на чем угодно. Вот. Для матери он старался, делал все, там, бля, не знаю, шубы, золото, там, всю хуйню. И, ну, что там у них произошло, это долгая история, блядь. Я слушал и ту, и другую сторону. Сейчас речь не об этом. Речь о том, что ко мне он хорошо относился. Сейчас мы продолжаем поддерживаем дружеские отношения. Вот такая с ним беда, печаль случилась, короче. Я когда с ним общался, я говорю, слушай, а что ты, вот, ну, блядь, короче, он говорит, ну, по поводу пальцев, там, вот этих рук, ног, хотел спросить у него. Он говорит, блядь, я, говорит, больше всего переживал, как я буду с бабами. Вот. Но я, говорит, потом, говорит, как мне понесло, блядь, говорит, я им начал зачесывать про какой-то афганский плен, блядь, вот там, ветеран войны и так далее. Говорит, ты нормально прокатывает, все, заебись. Бодрый дед, это такой, блядь, кремень. Молодец.
Вот своеобразный он мне там характер тоже дал, ну, вложил свою лепту, да, в формирование моего характера. Вот. Так иногда видимся. Он в Люберцах живет еще. Вот такая была история у нас моего детства. Вот, повлиял он на меня. С какой-то стороны, конечно, негативно. Потому что на всю эту блатную романтику меня подсадил. Своим примером вот показал мне. Типа, вот смотри, блядь, так вот. Ну, естественно, меня не учил ничего плохому. Типа, блядь, там, менты плохие, мы там, блядь, пацаны, там, и так далее. Понятия нет, ничего такого не было. Но я же не слепой тоже, я смотрю, ёпта, ну, что за хуйня, он нигде не работает, блядь. У него какое-то оружие, машины, блядь, все пиздит всех, блядь, забирает там, что хочет, блядь. Какие-то мутные схемы, извиняюсь. Вот. Но и плюсы, конечно, были, что вот хорошие отношения с его стороны, реально с ним очень много связано хорошо. Ну, такого мы, блядь, там, блядь, гоняли, помню, с горки с ним, блядь, и я на санках встал сзади, блядь, типа, приехали к бабушке в деревню, пошли там с большой горы кататься. Я, типа, хотел за него держаться за плечи, блядь, но он сел на санки, я буду, думаю, держаться за него за плечи, короче, и на ногах поеду стоя. Вот, и, блядь, упал, короче, и его за собой потянул, и, блядь, и башкой, всю горку, блядь, он башкой бился об кочки. И он лежал, я помню, Серега, бля, короче, жара. И, ну, много моментов было с ним таких интересных связано, ну, запоминающихся. Вот. Такая фигня, ну, как бы, и плюс еще вот, ну, какой-то характер, да, вот я от него тоже там почерпнул, да, вот, блядь, ну, реально такой мужик он. И до сих пор даже я с ним, когда общаюсь, там, иногда бывает, там, поддам что-нибудь и с ним пересекусь, я начинаю, там, блядь, вот эту всю хуйню, которую вам сейчас, да, тут выплескиваю, а он сидит, и, как бы, я говорю, ну, да, я говорю, блядь, а ничем не возьмешь, он говорит, ну, а что, говорит, я тебе скажу, короче, вот такой, вообще, не сентиментальный человек, видимо, блядь, жизнь уже его закалила, там, хуже некуда, блядь. Вот, и, ну, послушать, не, он хороший, добрый дядька, на самом деле. Вот. Судьба тоже тяжелая, были такие времена, в 90-е тоже попал в эту волну. Вот, спорт, плюс такой образ жизни, тем более он сирота, у него особо выбора не было в то время, блядь, как бы, ну, это, я не то, что его оправдываю, но примеряю просто на себя пример, как бы, его образа жизни и того, что творил в стране, думаю, выбора не было у него особо. Вот. А вы пишите уж, что думаете по этому поводу. Хорошо он на меня повлиял, плохо. Что могло бы быть, если бы там как-то он не встретился с моей матерью на пути? Стал бы я тем, кем сейчас являюсь или нет? В общем, напишите свое мнение по поводу этого человека. И если получится, я постараюсь с ним сделать либо стрим, либо совместное видео. Не знаю, правда, там придется его лицо закрывать или не придется. Но я попробую, если как бы хорошо поддержите этот видос, ребят. А так все, всем добра, берегите себя. Тюрьма плохое место, криминал уже давно не актуален. Очень много сейчас прекрасного в жизни. Вот. Живите, радуйтесь, не творите никакой херни. Берегите себя, своих близких. Все, давайте, до новых встреч.